Господа, всем доброго утра. Думаю, у каждого из вас, как у меня, в жизни есть свои маленькие радости, от которых вы испытываете чувство невероятного счастья. Например, в моем случае это ставить реакции какашки, блевоты и клоуна под любым рекламным постом Артемия Лебедева. Я каждый раз радуюсь, когда у него в канале выходит очередной рекламный пост, и бросаю все дела, чтобы поскорее выставить эти чудесные реакции под его постами. После чего испытываю чувство невероятного удовлетворения и всеобщего счастья. Надеюсь, реклама в его чудесном канале будет выходить гораздо чаще, как минимум раз в день, можно даже несколько, чтобы я почаще радовался, подсел на эндорфиновую иглу и чувствовал себя невероятно счастливым. Девчонки, всем доброго утра. Как я ожидал, новое видео оседлало волну алгоритмов и собрало довольно-таки много просмотров. На данный момент у него уже почти 1300 просмотров. Это реально крутой показатель. Приятно, что оно собрало очень много положительных отзывов от разных людей. Например, о нем очень хорошо отозвался главный пивной блогер всей Руси Александр Савицкий. А это очень почетно для меня. Кроме того, радует, что, несмотря на провокационное содержание, в комментарии пришла адекватная публика, которая вела интеллигентные дискуссии и не опускалась до всякой грязи. Был, конечно, небольшой процент поехавших, но там вообще мизер. Так что радует, что меня смотрит именно та публика, которую я хочу видеть. Спасибо всем посмотревшим, поставившим лайк, оставившим комментарий. Это подстегивает меня вести мое дело дальше. Но в остальном желаю вам счастья и великих побед. Друзья, я распиваю спиртные напитки, так что встречайте мини-рубрику «Обзор пива». Сегодня у нас на обзоре имперский стаут от пивоварни Стимбрю. Пиво содержит 9,5 градусов алкоголя и стоит при учете на русские цены примерно 100 рублей. То есть его с большой натяжкой можно отнести к коллеге Охоты Крепкой или Балтики Девятки. Смотря на такую низкую стоимость и такое количество алкоголя, пиво пьется довольно-таки приятно, но при условии, если вы любите попивать мутную водичку из ржавого оцинкованного ведра. В противном случае я рекомендую вам лучше брать какие-нибудь легенькие лагерочки. Ну а если вы любите нажраться и потом страдать с утра с больной головой, то, я думаю, выбор очевиден. Ваше здоровье! Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в Белграде, где мы снимали очередной ролик для моего модного YouTube канала. Но на этот раз это не обычный студийный ролик, а самый что ни на есть travel. Как известно, первый комом, потому что я раньше не делал таких роликов. Поэтому все, что, практически все, что изначально было запланировано по сценарию, в итоге пошло по одному месту. Тем не менее, как ни странно, я просмотрел сходники и остался доволен. Все получилось, сильно лучше, чем я думал изначально. Так что ожидайте примерно через месяц прикольный travel ролик на моем модном YouTube канале. Вы, конечно же, умрете от кринжа, как и я. Тем не менее, это был прикольный опыт, и всем рекомендую таким заниматься. Девчонки, всем доброго утра. Как бодрость духа. Как вы могли заметить, в последнее время у меня не часто выходят посты в моих телеграм-каналах. Дело в том, что, во-первых, я плотнее занялся ютубом. Вчера записывал материал для нового ролика, который выйдет в начале или в середине октября. Во-вторых, я выбрал путь деградации. Целыми днями я только и делаю, что бухаю бухашку, курю куришку, и в целом культурно разлагаюсь, так что тут, сами понимаете, не до постов. Кстати, по поводу обещанного travel видео, оно пока отложено на полку, выпущу его куда-нибудь попозже, в более лучшие времена, так что не скоро оно выйдет. Но в остальном желаю вам счастья, здоровья и удачи. Друзья, пока я не напился, самое время сделать обзор на приобретенное пиво. Сегодня у меня на обзоре
пиво от той же самой пивоварни Steam Brew, только на этот раз в модном стиле Imperial IPA, ну или IPA, если вы русский. Несмотря на то же самое содержание алкоголя, 9,5%, и ту же самую стоимость, около 100 рублей, пиво пьется намного легче, чем его темный собрат, так что если вы любите пить крепкое пиво с легкой горчинкой и небольшим карамельным послевкусием, то можете смело его брать. А уж если вы очень любите нажираться с одной банки, то, я думаю, вам просто не стоит пить никакое другое пиво, кроме этого. Что я, кстати, и делаю. Cheers! Ой. Фу. Друзья, всем привет! Как ваши делишки? Я, например, буду оплачивать счет за электричество, который пришел мне только вчера. Хотя по правилам оплачивать счета нужно до 25 числа, иначе будут пени. Такие вот у нас тут порядки. На улице стоит прекрасная погода, плюс 30, на небе не облачко. Короче, жизнь класс. Кстати, хотя новый ролик набрал не так много просмотров, тем не менее, очень круто, что такая неприятная тема собрала столько зрителей. Все, кто его посмотрел, могут взять с полки пирожок. А если вы еще не посмотрели, то обязательно бегите смотреть. А не то забодаю. Девчонки, всем доброго утра. Как ваши делишки? Не знаю, как у вас, а у меня лично сегодня день ожидается великим. Во-первых, я сегодня пойду гулять. Впервые, наверное, за несколько недель. Потому что на улице внезапно похолодание. Всего лишь плюс 25. Так что вспомню, каково это ходить. Во-вторых, я сегодня буду пить пиво. Я вчера решил, что хватит уже держать сухой закон несколько дней. Пора бы снова попить спиртные напитки. Так что ожидайте очередной трэшовый обзор на модное пиво. Но в остальном желаю, чтобы ваш день был таким же великим, как у меня, и хорошего настроения. Это самое главное. Друзья, как я и анонсировал в предыдущем посте, сегодня вечером я бухаю, поэтому самое время сделать очередной обзор бухлишка. Сегодня у меня на обзоре Радлер Твист от местной пивоварни Карлсберг. Если кто не знает, Радлер — это такой напиток на основе пива с разными фруктовыми соками. В моем случае с лимоном. Напиток прекрасно освежает и утоляет жажду, а это то, что нужно в жаркие летние денечки. Так как у меня на улице стабильно плюс 35, то самое время его попивать. Кроме того, еще одним достоинством этого напитка является то, что он слабоалкогольный. В нем всего лишь 2% алкоголя. Поэтому нажраться им можно только лишь при очень большом желании. А так как желание нажраться сегодня у меня очень велико, я набрал целую батарею этого напитка, так что завтра с утра придется пострадать. Ваше здоровье! Ой. Друзья, всем привет! Я нахожусь на модном концерте, где выступает в том числе модная славянская группа Карл Икс Джонсон. И рядом со мной стоит барабанщик этой группы, и он хочет передать вам нечто очень важное. Hello, I'm the drummer from Carl Johnson. Hope you enjoy our band. Thanks a lot. Thank you very much. Can you send us the link for that stuff on Instagram maybe? Девчонки, всем доброго утра. Рассказываю, как у меня дела. Недавно я записал очередной ролик для моего модного YouTube канала. Он выйдет в несколько ином формате, в которых я обычно делаю свои видео. Но в каком именно секрет? Держу вас в напряжении и подогреваю к нему интерес. Выйдет он, скорее всего, в начале декабря. Еще я заметил, что несколько людей поставили дизлайк под моим последним постом рецензии на фильм «7». Видимо, многих задело мое мнение, что я обосрал их любимый фильм. Поэтому я считаю нужным выпустить пост, где я расскажу поподробнее, почему так считаю, которому вы тоже сможете поставить дизлайк. Но в целом вы правильно делаете, что оставляете реакции под моими постами, продолжайте это делать. Обратная связь — это очень важно.
Спасибо всем за то, что читаете мои посты и смотрите мои ролики. Ну а всех жителей Боснии и Герцеговины я поздравляю с их национальным днем. Друзья, знали бы вы, как тяжко живется, когда за окном уже который месяц стабильно плюс 40 градусов, и на улицу можно выйти только вечером. Когда солнце зашло за горизонт, можно хотя бы чутка полегче вздохнуть. Кстати, если вы не знали, 40 градусов по Цельсию – это 104 градуса по Фаренгейту. Согласитесь, цифра звучит намного солиднее. Но я записываю кружок не для того, чтобы пожаловаться на свою тяжкую жизнь, а сообщить вам, что новое видео для моего модного YouTube-канала уже почти готово. Мой монтажер, которого я прицепил к батарее, уже почти доделал его. И 28 июля оно будет опубликовано. Ставьте маркером крестики в ваших календарях и скорее бегите его смотреть, когда оно выйдет на свет. Девчонки, всем доброго утра. Как бодрость духа. Надеюсь, не утомил вас кружочками. Я просто, во-первых, хотел пожелать вам всяких приятностей, что и сделал в конце этого кружочка. Во-вторых, у меня есть для вас две новости. Первое. Я вчера посмотрел фильм уважаемого режиссера Дэвида Линча. Надеюсь, вы знаете, кто это. И от просмотра этого фильма я почувствовал просто невероятно эрудированным, так что скоро в этом канале выйдет очередная рецензия, от которой вы охренеете. Вторая новость. Мне пришла в голову гениальная идея, которая, во-первых, гениальна, а во-вторых, довольно-таки реализуема. И о ней я тоже обязательно скажу на страничках этого блога. Но в остальном, желаю вам хорошего дня и приятного аппетита. Друзья, не поверите, пью пиво. У меня возле дома проходит модная ярмарка. Народ вот гуляет, бухает, кушает, слушает музыку. Короче, жизнь бьет ключом. Расскажу, как у меня дела. Во-первых, скоро выйдет интервью с одной модной крас-металл-панк бандой из Москвы, которую, я думаю, вы, уважаемые подписчики, будете в восторге. Во-вторых, меня завербовал один модный иностранный интернет-ресурс, для которого я теперь буду делать материалы. Так что, можно сказать, я вышел на международный уровень. Я думаю, за это нужно обязательно выпить за будущие наши победы. Ваше здоровье! Друзья, у вас есть повод для радости. Я пока не собираюсь бросать пить, так что встречайте очередной обзор пива. Сегодня на обзоре стаут от местной пивоварни Салта. Пиво в пересчете на русские цены стоит в районе 170 рублей, что, учитывая объем всего лишь 0,33 литра, выглядит немножко как обдиралово. Более того, у Салта весь ассортимент состоит только из бутылок объемом 0,33 литра. Так что, видимо, основная аудитория этой пивоварни – гномики. Что же до самого пива, то это суховатый стаут, поэтому если вы любите попивать попсовый Гиннес, который отличается сладковатым привкусом, оно вам, скорее всего, не зайдет. Ну, а если же вы пивной задрот, как и я, который пьет все, что горит, то, возможно, оно вам будет по нраву. Если, конечно, вы можете себе позволить тратить такие деньги за жалкие 0,33 литра. Слава Калининграду! Девчонки, всем доброго утра, как бодрость духа. Я вот только что проснулся и все еще не могу прийти в себя, ощущаю, словно я все еще во сне. Надеюсь, что это так и есть, потому что что-то мне не хочется, чтобы это была реальность. Как вам спалось, можете делиться в комментариях под этим постом. Кстати, я вчера посмотрел один фильмец, и скоро в этом канале выйдет рецензия на него. Будете читать мой высер и охуевать с того, какой я говноед. Но в остальном, желаю вам хорошего дня и отличного настроения, несмотря ни на что. Друзья, проснулся сегодня утром в скверном расположении духа.
Жизнь казалась говном, ничего не радовало. Но внезапно один мой поклонник скинул мне 500 рублей. Вот чисто от души. За что большое спасибо. Берите с него пример. Кстати, сегодня же замечательный праздник. Международный день пива. Я, кстати, попиваю. Как говорится, совпадение? Не думаю. Так что поздравляю вас с этим замечательным праздником. И желаю, чтобы пиво в вашей жизни никогда не кончалось. Ваше здоровье! Stickers, no magic does the trick. Bringing joy to chat room.